Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Винтаж Оксана Гудвин. Продолжаем искать клад на различных свалках. Все, что интересно вам удается найти, я вам, мои дорогие зрители, показываю. Сегодня будем разбирать вот эту кучку. Куча – это розы. Сегодняшняя наша тема – это розы. И будем разбирать украшения, шкатулки, все, что в шкатулках. Вот эту кучку разберем. Но перед тем, как приступить к разбору, хочу сказать большое спасибо зрительнице, которая мне подсказала именно по поводу вот этого значка. Здесь руки. И так как сделано в Китае, в общем, это дружба народов на самом деле, 80-е годы. И спасибо вам большое за такую подсказочку. Ну, осталось найти именно какую-то фотографию, может быть, картинку красивую. Вот такого котика мне в прошлый раз удалось найти. Ну и давайте приступим. Начать хочу со шкатулок. Это те шкатулки, которые тоже были найдены все на свалках. И одна из приятных частей вот этой розовой коллекции – это вот такая вот парочка шкатулок, которая тоже была найдена на свалке в такой технике состаривания, крекалюр. Кто-то меня может поправить, неправильно, может быть, я произношу, но уникальнейшая вещь. И когда увидела и вторую шкатулочку в этой же технике, тоже была очень этому рада. Ну и, конечно же, здесь у меня тоже собраны розы. Брошечка вот такая. Желтая роза. Очень красивая брошь. Здесь, по-моему, нет маркировки. Следующая брошь подвесочка. Так, еще одна подвесочка, тоже розы. И вот такая подвеска кулон, тоже с шикарными розами на фарфоре. И это Эйвон. Ну и на дне этой шкатулочки тоже такие мимишные розочки. Так, следующее. Буду вперемешку вам показывать, дорогие друзья. Буду и украшения показывать, и шкатулки, которые тоже, думаю, приятно будет вам рассматривать. Вот такая тоже шкатулка. И здесь подвеска. Внутри тоже такие милые розочки. Так, здесь 1928. Компания, да? Да, 1928 маркировка. И подвеска на родной цепочке. Так вот она выглядит. Вот такая миленькая подвесочка с такой застежкой. Вкручивается все это красиво. Как-то я про нее забыла. Надо все-таки выгуливать эти украшения. Да, и сразу, чтобы вопросов не было, девчонки, покажу сразу вот такое колечко. Здесь не совсем, не только, вернее, розы, но и другие цветы, но очень красивая роспись вручную, ручная роспись. Возможно, это деколь с дорисовкой на фарфоре. Кто-то может сказать, что это держатель для платка, но я ношу подобные держатели для платков, как кольца. Очень удобные, между прочим. Так, ну и давайте приступим к разбору брошей, которую я хотела сегодня вам показать. Вот такая брошь в необычной технике она выполнена. Брошь старенькая. Когда смотришь на обратную сторону, становится все понятно. Вот из таких элементов, как бы полутрубочки, но собраны они очень интересно. Внутри броширование, и край обработан вот в глянцевой технике обработки металла. Следующая брошечка – это натуральная кость, и это Арт Нуво. Или, может быть, викторианская эпоха, потому что вот сама форма розы как бы в плоском формате. Но, знаете, вот тут по поводу времени можно
ошибиться, потому что она не совсем в этой технике выполнена. Здесь, видите, и по краю лепестки как в объеме, и вот эта плоская техника тоже применяется. Ну, такая интересная брошечка, она старая. Натуральная кость, очень красивая брошь. Так, следующая брошь тоже роза. Ну, наша тема сегодня розы. Будем разбирать сегодня непосредственно только розы. Броширование очень красивое, сочетание с глянцевым покрытием. И это, по-моему, трифари. Маркировка. Обратная сторона тоже с брошированием. И брошь не мелкая, и она такая прям тяжеленькая, тяжеловатая на самом деле. Следующие розы — это серьги. Это одна из недавних моих находок именно. Но они, мне кажется, это что-то, возможно, 70-е. Могу ошибаться. Кто может меня поправить, поправляйте, пожалуйста, дополняйте мой рассказ. И, конечно, я читаю абсолютно все комментарии, отвечаю на все комментарии и всегда благодарю за какие-то дополнения. Похоже, в этой же, даже не технике, но в этой теме, во всяком случае, вот такие, ой, куда я переместилась, вот такие клипсы, серьги. Так, сейчас к этому же я попробую вам показать еще и вот такое колье. Мне кажется, вот к серьгам, в частности, вот этим, вот это колье будет неплохо. Я его ремонтировала. Центральная часть была без розы. Просто было отверстие. Я туда вставила кристаллик Аврора Бореалис. И как часть застежки установила. Думаю, вполне выглядит нормально. Как, ну, логично во всяком случае. Так, ну и давайте для разбавления темы розы хочу показать вам вот такую вот шкатулочку. Необычная шкатулка. Это костяной фарфор. Но, видите, это улитка. Очень красивая улиточка и ручная роспись. И это шкатулочка необычная. Ну, подобных вещей сейчас вообще днем с огнем не найти. Я не знаю, с чем это связано. Либо с тем, что их вообще, в принципе, становится меньше. Либо связано с тем, что интерес к подобным вещам стал возрастать. И найти подобные вещи сейчас практически невозможно. Здесь костяной фарфор, и написано, сделано в Тайване, но очень она нежная, просто очень красивая. В этой же технике есть у меня вот такая шкатулочка, похожая по технике исполнения розы. Мне кажется, очень по сочетанию цветов, розовые и розы, розовые и желтые розы. Очень похоже. Но здесь уже маркировка, тоже костяной фарфор. И это Валес. Ну, это Англия. Нашла эту шкатулочку. И первое, что я для себя подумала, что надо убирать вот срочно вот эту вот ленту зеленую. Но придя домой, поняла, что нет. Как раз вот эта зеленая лента, она на контрасте дает именно вот тот эффект, да, который и подчеркивает нежность этой шкатулки. На дне шкатулки, конечно, тот же самый рисунок нежный, но и в самой шкатулке розы. Давайте разберем. Тоже очень интересная коллекция. Здесь собраны клипсы, серьги. Вот первую пару, которую хочу вам показать, это сахарное стекло. Здесь есть маркировка. Сейчас, минуточку.
разберемся, что это. Я уже забыла, конечно, забываю, какое украшение, как маркировано. И это West Germany. Ну, конечно, узнаваемая техника и такие клапаны, которые держат непростые, а фигурные. Тоже интересные серьги-клипсы. Следующие серьги на винтах. Да, кто меня поправляет, что это не серьги, это клипсы, дорогие мои, все украшения для ушей это серьги. Отличаются они по виду крепления на уши, по застежке, собственно. Есть клипсы, вот то, что я вам ранее показывала, есть на винтах, серьги на винтах, но они очень старенькие, эти серьги, и выполнены в технике гильёше. Это когда на брошированную поверхность металла наносится эмаль, и получается эффект, как будто бы рисунок эмалью. Видите? А на самом деле это рисунок по металлу. Но они тоже старенькие. Я думаю, что это что-то 40-е, 50-е. Такие прям нежные. Думаю, что очень изящно выглядела девушка, которая эти серьги носила. Следующие клипсы серьги. Здесь есть маркировка. По-моему, Сара Кавентри. Сейчас, минуточку. Трудно читаемая маркировка. Может быть, на этой будет получше видно. Сейчас. Так. Похоже, тоже West Germany. Ну, в общем, кто увидел, тот увидел, но они просто великолепные, эти клипсы. Ну, в такой технике на керамике нанесен рисунок. Рисунок нанесен вручную. Возможно, это деколь с дорисовкой. Но красота просто невероятная. Тоже такая тонкая роспись, очень красивые. Следующие серьги. Ну, я думаю, что это тоже что-то 50-е. Очень красивые серьги. Опять рисунок вручную нарисован. И вот это вот само крепление очень похоже вот на эту технику. Посмотрите. Мне кажется, они относятся или к одному времени, или к одной стране производителя. Вот такая вот интересная коллекция. Так, а мы идем дальше. Необычная вот такая вот шкатулка, тоже с розами. Но здесь прям букет. И тут что-то, по-моему, ромашка. Не ромашка, что-то такое. И, конечно же, великолепные розы. Но они очень выполнены интересно. Это деколь с дорисовкой. Есть пиксели, немножко видно. И это мыльный камень. Здесь на этой шкатулке нет маркировки, она очень тяжелая. И вот в последний раз в выходные ездили, тоже заезжала я в винтажку. И вот шкатулка из мыльного камня в 2 раза меньшего размера, она там стоила $20. То есть вот цена уже, как говорится, выросла на очень много. Вот эта шкатулка мне досталась, может быть, за $1-1,5, не больше. И здесь у меня собрана коллекция Безил. Это украшения, которые выполнены, давайте буду по одной штучке брать, когда закрепляется кристалл вот таким образом, когда он оказывается открытым. Очень нежное украшение. Я находила в интернете комплект, то есть это колье, и к этому колье идут клипсы вот точно вот такой формы, такого же размера, но не посчастливилось мне найти именно
клипсы. Комплект так и не собрался, но удовольствие получаю только от просмотра вот этого уникального украшения. Собрано просто идеально. Вот эти розы, по центру кристаллик. И я думаю, что это 50-е годы. Представляете, как шикарно женщина выглядела вот в этом украшении. Просматриваю всегда я сейчас мешочки с украшениями в надежде найти комплект, собрать комплект именно из этих украшений. Следующее. Ну, буду вот так брать. В подвешенном виде украшения, конечно, лучше не хранить. Лучше сохран, когда они именно вот в шкатулках хранятся. Очень нежное украшение. Такое. Это нитка. Можно в 2 слоя ее носить. И сейчас думаю, что нужно все-таки выгуливать эти украшения, насколько это нежное. И здесь вот значок. Так маркировались украшения от Сваровски. И кристаллы стеклянные, открытые. И очень тесно сотрудничала именно компания Сваровски с производителями украшений вот в технике Безил. Ну, очень красиво. И такой оттенок металла, как золото. 585 пробы. Такая красота. Очень красивый. Надо тоже выгуливать эти украшения обязательно. Так, следующее украшение тоже в этой технике, но уже немножко как бы погрубее выглядит. Сейчас разберем и это. Здесь уже белый металл, такие прям ледяные кристаллики. И тоже нитка длинная. Ну, 50-е, 60-е годы. Так, здесь, по-моему, нет маркировки. Да, маркировки нет. Но опять-таки вот длинная нитка в 2, даже здесь можно даже в 3 ряда хорошо выглядит. Очень красивая. Сами кристаллы очень красивые. Сама вот эта вот техника, она показывает в полном объеме красоту этих кристаллов. Здесь у меня клей. Не пугайте, девчонки. Клеем. Клеила я. Что-то, чей палец немножко приклеился. Вот такая вот интересная вещица. Следующее. Уже, думаю, что-то более современное. Возможно, это 80-е годы. Я думаю, что это свадебное украшение. Оно очень нежное. И элементы опять в этой технике здесь присутствуют. Очень красивые кристаллики. Сочетание с жемчужинами. И оно вот в раскладке очень красивое. Такое нежное украшение. Очень нарядное. Праздничная. Так, следующее. Ну, это вот классическая нитка Безил. Я встречала и однотонного, ну, белого оттенка кристаллы прозрачные. Здесь вот разноцветные кристаллики, стеклянные. Тоже очень красивая нитка. И здесь еще вот такая чудесная нитка. Здесь, по-моему, есть маркировка. Так, давайте посмотрим. Здесь проба стоит, по-моему. Но вот тоже нежное очень украшение. Ну, часто Безил сочетают с жемчугом. Очень тоже нежно, красиво она выглядит. И здесь эти кристаллы разной формы. Очень красивые тоже украшения. Просто нежнейшая. Вот такая вот коллекция Безил у меня есть в этой шкатулке из мыльного камня. Великолепная шкатулочка с великолепным содержимым. Так, ну и давайте следующую шкатулочку покажу вам. Это уже совсем другая история.
но очень интересная тема, да, выполнена из, ну, с люстровым покрытием, видите, как перламутром отдает. И это шкатулочка от Mary Kay. И здесь вот такие нежнейшие серьги-пусеты. Прям очень-очень мелкие. Просто наимельчайшие. Вот такая тоже вот интересная шкатулка. Следующая интересная шкатулочка с приближением Пасхи. Конечно, вот эта вот вся тема яиц. Но это не Фаберже, конечно, но опять-таки наша тема роз. Здесь присутствуют красивые розовые букеты с позолотой. Здесь она, хотя и китайская, но очень качественная штука. И вот эта часть ее металлическая. Интересная шкатулочка. Не буду долго на ней задерживаться. Идем дальше. Вот такая вот нежность, просто невероятная. Это шкатулка без маркировки. Здесь деколь с дорисовкой. Ну, тоже спрашивают, как определить, ручная роспись или это дорисовка. То есть, когда при близком рассмотрении вы видите, вот видите, как будто маленькие точечки, это пиксели, как будто на пикселе сама картина выполнена из точечек, но есть вот эти вот линии прорисовки, да, вот здесь вот у цветка, у листьев дорисовочка есть. Это вот деколь с дорисовкой. Так, здесь шкатулка вот такая вот. Внутри тоже здесь интересно все выполнено. И серьги. Такие нежные. И бусина Аврора Бореалис. Почему-то я про них тоже подзабыла, хотя вполне могут они и по дизайну подходить, и в современных каких-то нарядах. Ну, пусть тут и будет. Так, следующая шкатулочка. Ну, опять розовая тема наша любимая. И это уже тоже Китай. Ну, красивая тоже. Но здесь тоже деколь с дорисовкой. И здесь собрана коллекция у меня, по-моему, сердечных украшений. То есть сердца в разном виде. Это серьги собраны. Вот такое нечто. Ну, то есть вот в сердце, в сердечные шкатулки. И собраны у меня различные сердца. Серьги все парные. Такая вот тоже тема есть. Ну, собраны тут у меня эти сердца. Ну, пусть так оно и будет. Идем дальше. Вот такая интересная шкатулка. Но часто встречается именно вот в таком виде, в такой технике шкатулки. Опять-таки люстровое покрытие. Здесь нет маркировки. И, конечно же, здесь брошечка такая очень уникальная, очень красивая. Сейчас поближе мы ее с вами рассмотрим. Видите, она слеплена. Основа штампованная филигрань. И здесь, видите, броширование обратной стороны. Как эта компания называется? 1928, да? Когда обратная сторона брошируется таким образом, а маркировка не ставится. Очень нежная брошечка. Такой медальон. Брошь-медальон. Так, следующая шкатулка вот такая. Но это даже скорее не шкатулка, а ароматница. Выкладывалась либо пропитанный каким-то ароматом, эфирным маслом, ткань, и такой аромат от нее шел. Вот такие интересные серьги здесь у меня находятся, подвесочки. Очень тоже нежные, очень-очень нежные. Хочется мне их посветить. Давайте посветим. Что-то, мне кажется, они
Нет, они не сияют. Хотя, вот смотрите, цвет меняется. Да, вот мы смотрим, когда вот так, давайте поближе. А под этим светом как будто розовым становится. Ну, загадка. Вот есть у меня украшения из натуральных камней и бриллианты. Какие-то светятся, какие-то не светятся. Ну, тоже такая интересная шкатулка. У меня тоже есть несколько этих ароматниц. Ну, в общем, одна из них вот такая. Ну, и давайте к украшениям продолжим разбор украшений. Вот такая брошь. Как раз выполнена она в технике, как будто бы на пикселе сами розочки. Видите, брошировка такая интересная. И сочетание брошированной поверхности металла и глянцевой так хорошо смотрится, подчеркивает достоинство и той, и другой техники. Брошечка старая. Так выглядит. Следующая брошечка очень нежная. И кристаллик по центру, и похоже очень на натуральную кость. И здесь у этой брошечки, по-моему, есть маркировка. Она, по-моему, золотая, не простая. Да, 24 карата. Золотая брошечка. Но опять-таки вот сочетание и драгоценных металлов, и натуральных металлов тоже такое интересная, хотя брошь не крупная, но она очень изящная, и люблю я украшения прозрачные, то есть в зависимости от фона одежды, материала будет и ее внешний вид тоже меняться. Следующая брошечка тоже розы, но похоже вот техника у предыдущей брошечки, видите, вот эти две броши рядом. Здесь уже филигрань ручная. И здесь, по-моему, тоже есть маркировка. Это Сара Кавентри. И у меня такое подозрение, что вот эта брошь тоже Сара Кавентри. Они вместе, смотрите, как здорово смотрятся. Прям почти, ну, одного размера розы. И в одной технике они выполнены. Мне кажется, вместе их тоже можно носить. Напишите, пожалуйста, как вы считаете, можно ли вот это совмещать. Мне кажется, вполне можно, и выглядит это очень даже изящно и не выбивается из стилистики. Очень похоже по технике и вот такой веночек. Тоже в такой технике броширования розы, но они уже более мелкого размера, но тоже вполне себе подходят. Мне кажется, здесь нет маркировки. Да, здесь маркировки нет. Но очень она такая похожа на Сара Кавентри, мои дорогие друзья. Это троица. Так, ну и следующая брошь. Она такая крупная. Имитация прям натуральной розы. Здесь просто авторская работа. Тут каждый лепесток нужно было вот так вот выложить, чтобы он лег натурально. Здесь по краю так неравномерно, скажем, переход в глянец. Это вот здесь не запыленное, не загрязненное, а именно матовое покрытие. Оно постепенно переходит в глянцевое. И получается так, что края розы сияют. И она очень такая эффектная тоже роза. Здесь есть маркировка. Я когда находила это украшение, это так, что-то не поняла. Находила, конечно, я через интернет изучала информацию про бренды, вам эти конкретно подробно рассказывала. Вот такая вот чудесная брошечка. И следующая брошь в нашей программе сегодняшней. Такая малышка, но она очень старенькая, тоже собранная и такая изящная. Опять-таки, вот Сережа даже чихает, будь здоров. Она такая изящная малышка. Вот такая небольшая коллекция сегодня розовой темы
разобрали мы вместе с вами. Спасибо большое за внимание. Я вас всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.